Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, время для обзоров, да. Еще у нас вчера открылся месяц, закрылась неделька. Вот. Очень интересно, давайте посмотрим. Кстати, перед этим хочу поздравить всех, да, с забранным шортом. Забрали 2600 пунктов. Почему говорю всех? Потому что сигнал я еще публиковал в открытом канале. Ну, конечно же, если вы смотрели мой обзор, который я кидал, не помню, вроде как, ну вот да, 30-го, 31-го. То есть это было у нас вот совсем недавно. Так что, надеюсь, воспользовались. В субботу, да, кидал, посмотрели, надеюсь, и воспользовались. Ну, много человек посмотрел, надеюсь, все взяли шорты, доливали, да, забирали первые тейки. Вот, так что поздравляю. И давайте продолжим обзор. Чего ждать сейчас? То есть сейчас у нас биткоин на дневке, да, коснулись. Тут же еще у нас было верхнее сопротивление. В потенциале вообще это у нас все может быть таким вот флагом. Вот, то есть он, так скажем, имеет место быть. Вот такой восходящий флаг, естественно, с отработкой вниз. Но пока не будем об этом, так скажем, смотреть, потому что это нужно хотя бы, чтобы мы пришли обратно на 30 тысяч долларов. На 4 часах мы пробили. До ретеста у нас пока не дошло, то есть ретест у нас был в зоне где-то 41 тысяча долларов. Если мы придем туда, ретестим, да, вот где-то здесь можно будет долить наш шорт. Прошу прощения, жарко в офисе немножко так. То есть в потенциале у нас может здесь быть такой вот гип, если мы, конечно же, не уйдем выше 42. То есть как раз где наш вход 42 100, да, то есть вот где-то здесь можно будет присмотреться снова к шорту. Но опять-таки нужно будет смотреть по факту, потому что если будет какая-то здесь фигура в виде там флага, да, падающего клина, то есть фигура, которая будет нам говорить то, что скорее всего произойдет пробой, то, конечно же, в данном случае я, наверное, доливаться не буду, потому что если это будет пробой данный трендовый, да, то мы сразу пойдем где-то на 43-44 тысячи долларов, и, в принципе, доливать смысла не будет. Но если же тут будет какой-то там наоборот, то есть дивер, да, там восходящий клин, там, ну, то есть что будет намекать на разворот, то, конечно же, будет смысл долить на шорт, да, и поставить новые тейки. Но пока это вот зоны я обозначил для себя 41 300, ну где-то район 42, вот текущее сопротивление. Вот, будем смотреть за ним. Но вообще вот обзор, да, как бы называется, начало сезона. Почему, да, давайте разбираться. То есть начнем давайте с доминации. Тогда я еще чертил вот эту вот линию вниз. Давайте на дневке посмотрим. Вот, как раз там мы находились на уровне 48%. С этого времени мы ушли уже на 1% вниз. То есть что у нас есть? Восходящий клин, канал, да, с верхним касанием в районе 55%, но не дошли. То есть, ну, тут больше вот этот восходящий клин, как продолжение тренда вниз. То есть это вот тренд нисходящий и тренд вниз. То есть вот такая картина может быть, если мы как раз таки пробьем нашу такую вот поддержку сильную в районе 45,5, я думаю, лучше будет. Вот 45,5. Давайте поставим туда отметочку. Вот где-то район 45, ну даже и 6, можно сказать. Вот, добавлю оповещение еще. Отмена это уход выше 50, получается. Это выше 50%. Также очень заметил интересную информацию на доминации альтов, да, третьего эшелона, то есть это вот на недельке у нас очень сильный падающий клин, вот мы пробили вот этот вот вообще глобальный, да, но не было такой вот его отработки, достаточно интересно, да, то есть, ну, была эта отработка, ну, на пробое, да, но она не была прям уж фонтан, то есть, ну, 50% это довольно-таки мало для того, что было тогда, да, когда все летело, но тем не менее вот с текущих, да, если смотреть как продолжение тренда, этот падающий клин, то вот, в принципе,
вот это 22%, да, то есть это от всего рынка, если будут забирать, то есть 12 на 22, это довольно-таки интересные цифры уже получаются. То есть какие альты сюда могут входить, да, это все там, что находится за топ-20, топ-30, то есть те альты, у которых небольшая капитализация, то есть вот они реально могут реально стрельнуть. То есть могут, конечно же, естественно, это будет, наверное, прострел выборочный, то есть чтобы вот так все это было, да, то в любом случае нужно достаточно большое количество денег, чтобы это осуществить. Но, тем не менее, сетапы для этого есть. Также это мы видели и на доминанс, то есть доминанс тоже у нас смотрит вот в данном случае вниз. Что у нас по капитализации? По капитализации вот я наложил фрактал прошлого как раз булрана, да, то есть вот когда мы начали снижаться, пришли на снижение, сделали касание, сделали третье касание, и был вот этот вот рост. По сути, как мне кажется, да, вот он не вот здесь, вот мне кажется, что мы где-то вот здесь в начале, да, но если вот натянуть, то на самом деле вот ждет откат, да, и потом дальнейшее падение. Вот не знаю, вот если судя по фракталу, да, то у нас сейчас должно быть падение, то есть вот вниз и уход вниз, да. Но вот я думаю, что у нас вот было 3 касания, вот оно раз касание, 2 касания, 3 касания. Просто это третье касание, здесь оно было более здесь, то есть если вот мы считаем здесь касание и здесь, то этот вот рост, да, возможно, он сейчас и есть. То есть я пока вот точно не уверен насчет фрактала, но тем не менее его начертил. Если мы пойдем вниз, да, и вот здесь вот это повторится, то я, конечно же, буду на него, конечно, упор делать больше. Но на текущий момент, когда там доминация, да, больше говорит за рост, и доминация там альтов, да, говорит за рост, я пока, ну и плюс мы видим, как укрепляются альткоины, с этим, конечно, спорить глупо. И, в принципе, пока буду смотреть, это вот плюс-минус, наверное, середина августа. Я думаю, за неделю уже будет более-менее ясно, куда пойдет биткоин, куда пойдут альткоины, и от этого уже брать позицию. Пока, конечно, набирать, да, там полный портфель альткоинов, либо же там брать биткоин, да, я пока не собираюсь. То есть пока я смотрю, приглядываюсь, ищу сетапы. Капитализация альткоинов. Капитализация альткоинов выглядит на самом деле получше. То есть, если смотреть, то она и выросла-то получше, но, тем не менее, опять-таки, по фракталу, вот, да, то есть у нас есть еще, так скажем, падение. То есть вот этот отскок, если мы посмотрим, то у нас еще здесь имеется такой вот восходящий канал. То есть, что дает нам этот восходящий канал? Помните, у нас на биткоине такой же восходящий канал был? Сейчас просто покажу. Так. Ну вот, про вот эти восходящие каналы я говорю, когда получается, актив растет, идет восходящий канал, и он пробивается по тренду. То есть тренд у нас был восходящий, вот, и этот восходящий тренд, он просто идет дальше вверх. То есть, как бы, я думаю, здесь то же самое не было. То есть, вот у нас восходящее движение и прострел наверх. То есть, вот сейчас мы находимся, по сути, вот, двойное дно, вот, то есть, отработка двойного дна, это как раз таки прострел вот этого канала, и довольно уже интересные цифры. То есть, если это рост капитализации на 20%, то это вот примерно столько, сколько мы росли до этого. То есть, ну да, росли мы до этого, конечно, на процентов 30 и выше, но тем не менее, даже если вырастем на процентов 20-25, это будет довольно-таки сильно, потому что эфир у нас вырос с 1800 до 2600, да, то это довольно хорошие цифры, это получается где-то в районе 3-300 эфир может спокойно сходить. Ну, давайте перейдем уже непосредственно к альтам. Эфир у нас тоже сходил на сопротивление. Вот. Мы, кстати, находимся на дневном ишимоку. Биток, кстати, его пробил, да, дневной ишимоку, сейчас можно как раз таки вернуться на поддержку. Вот, в принципе, здесь такая ситуация, что нужен как бы откат. То есть, да, то есть вот так, конечно, было бы интереснее. То есть есть где подбирать, да, где есть район. В принципе, это район вот этого вот двойного дна, да, потенциального. Вот, то есть это ретест, да, ретест вот этого вот пробитого тренда. То есть вот тут уже как бы вход более интересен, да. Но, как это обычно бывает, могут и не дать. То есть тут тоже вот этот вот канал есть, как бы восходящий. Вот как бы вот так не было. То есть все ждут отката, да, все ждут, пока можно будет подобрать дешевле. Вот, и все такие, блин, биток еще откатывает. Ну, кстати, вот на откате битка, да, биток упал там на 2600 пунктов, да, ну там
даже по 3000 пунктов упал, а альта, ну, упала вообще ни о чем, то есть, потому что она росла в это время к битку, и, то есть, нивелировала падение, то есть, как это было, биток падает на 500 пунктов, эфир там в моменте падает тоже на 20-30 баксов, и потом сразу откупается на те же значения, там, перед падением битка, и все, и так, получается, легонько падаем, и в это же время откупаемся к паре к биткоину. То есть вот это вот реально настораживает. То есть когда у нас биток падает там на 2-3 тысячи пунктов, там альта просто летит ужасно сильно вниз. А сейчас же, да, то есть альта вообще никак не отреагировала на падение битка. То есть, да, реагировала она, но в то же время она откупалась. То есть, по сути, как будто бы деньги с биткоина перетекают в альткоины. Вот. Я не думаю, что, в принципе, перетек, да, это вот это весь вот этот вот рост. Мне кажется, весь этот рост, да, он в виде накопления. То есть вот отсюда должен быть какой-то прострел. То есть прострел в какую-то область. Вот. Будем смотреть, потому что это довольно-таки интересно. Так, дальше BNB. BNB вообще похож на треугольник с плоским верхом. Тоже двойное дно. Вот, то есть еще тогда говорил в видео, что вот где-то 400, 440 это вот зона, куда, в принципе, BNB может сходить. То есть это где-то в районе 20, вот 20-30% по BNB вполне. Тоже, кстати, обратите внимание, тоже канал. То есть стоп это где-то вот 315 в рамках канала. Прям четко. Даже грани совпадают. Вот я просто пока расставлю примерные стопы, сетапы, да, потом на следующем, через неделю посмотрим, был ли я прав или нет. Так, Ада. Ада тут больше вымпел, конечно, но тоже такой вот восходящий, но тоже фигура продолжения тренда, то есть это фигура вот вверх, то есть и тоже по сути вверх. Ада куда может сходить, это вот где-то район вот 1,5, наверное, да, 1,5 первый уровень, вот уровень 1,5, 1,6. Стоп в данном случае, наверное, где-то вот, наверное, на 1,25 ставить. Так, давайте это я зоны отмечу. Вот так вот. Ripple. Ripple уже вышел за сопротивление, сейчас, по сути, ретестит. То есть вот если мы это берем как потенциальное двойное дно, да, то у нас сейчас происходит ретест. Ну, кстати, на Ripple тоже, по сути, тоже флаг восходящий. Вот, то есть, как бы по теханализу, да, восходящие флаги, они отрабатывают вниз. Но также не надо забывать то, что флаг, он как бы и фигура продолжения тренда, и то же самое вверх. То есть, ну, вот по Ripple это, наверное, где-то 0,9, ну, и где-то бакс, наверное, вот где-то вот этот вот уровень. Так, Dogecoin. Ну, вот, кстати, Доги находится прямо вот вообще на жестком таком поджатии. Вот чувствую, ждет, наверное, твит Илона Маска. Если так сказать, как в народе, да, говорят. Твит Илона Маска и погнали. Вот. Но тут вот это он может расширяться. Вот нижняя граница, она как бы вот у него плавающая. То есть тут стоп довольно-таки, я не знаю, куда ставить, да. То есть он может и вот так сходить, потом наверх пойти, может из текучек наверх пойти, может вообще вниз уйти. То есть вот, тут, то есть вот здесь уже более такой опасный вход. Но тем не менее, давайте поставим примерный стоп, куда бы я ставил, наверное, залой. Вот это вот за 1,9 получается. Где-то 1,93, наверное. Вот. Ну, цель это обнаружить этот хай, 0,25. Ну, да, где-то 0,25, вот где-то эта зона. DOT, кстати, удивил. DOT вот прям вообще отлично пошел, да, вот чуть-чуть не дошел, вот буквально бакса, да, не хватило, то есть по 10 надо было все-таки немножко откупить. Планировал откупить где-то по 9,5, но не дошло, то есть даже вот полбаксика, да, не дошло. Что по доту? Дот нас пробил, да, то есть вот сейчас, в принципе, это вот может быть ретест вверх, либо же тут тоже какое-то формирование фигуры и продолжение вверх. То есть, ну, по доту уже, я думаю, поздно залетать, тут нужен какой-то стап, то есть, ну, или стоп где-то вот за 15. Стоп довольно-таки далекий выходит, то есть здесь более интересный стап. EOS. EOS тоже пробил свое сопротивление, по сути, ретестнул. Тоже можно тут притянуть, так скажем, восходящий канал. Вот он, в принципе, идет в нем. У него, кстати, один из самых четких восходящих каналов. Там я вот прям чертил, он прям в точь идет
Вот где-то здесь можно подбирать его по 3,9, по 4. Ну, в принципе, далеко не ушел. Так что с коротким стопом можно посмотреть EOS. Ну, я вот EOS, наверное, буду присматриваться. И давайте покажу еще, как мы закрыли недельку. Вот, то есть, прошлая неделька у нас была молот, да, поглощающая тоже, зеленая, да, неделька. То есть, довольно интересно. То есть, вот, прошлой, да, недельки у нас, по сути, PPR, Dogecoin, ну, вот Doge только начинает расти. Ripple тоже, PPR закрылся. ADA тоже, сигнал на откуп. BNB четкий прям PPR, просто идеальный PPR, как по книжке. Эфир, ну эфир уже просто он растет. Вот, кстати, мне кажется, за эфиром все и пойдет. То есть вот эфир как бы растет, да, вот по сути сейчас вот альты, да, вот просто мы даже смотрим, вот просто запомните, да, как они выглядят. Ну вот DOT, как бы, да, вот уже как бы за эфиром пошел, просто вот переключаю DOT, эфир, да, вот, то есть DOT уже вот где-то здесь по эфиру, вот, а остальная альта, мне кажется, вот здесь где-то, если смотреть на эфир. Ну, то есть, по сути, если копировать эфир, да, то это где-то еще рост там по альте плюс-минус 20-30%. То есть, ну, это очень довольно хорошие цифры. А в каком, так скажем, какие условия нужны, чтобы вот это все произошло? То есть, это перетекание дальнейших денег в альткоины, то есть, это наращивание капитализации альткоина где-то вот в район, наверное, хотя бы 900, 940, наверное, 950. А лучше, конечно же, триллиончик. Вот. Прям было бы хорошо. Ну, то есть это, наверное, такой вот сильный локальный отскок, а потом уже нужно смотреть. То есть это вот отработка фигуры, в принципе, как дракона, да, как двойного дна. То есть вот отработка всех этих фигур, в принципе, да, вот она как раз вот в этом районе и находится. То есть если это отработает, будет, конечно, круто. То есть капитализация, да, альткоинов вот по сути сейчас только вот подтверждает эту фигуру. То есть, если это все будет подтверждаться, естественно, можно интересно уже купить на споте альткоины, откупить там немножко в инвест, да, потому что некоторые, я думаю, будут стрелять больше, чем там на 20-30%, да, могут там и иксы некоторые сделать. Так что за всем этим, друзья, наблюдаем. Думаю, август будет реально очень жарким. Ну и, кстати, не забываем, у нас в августе будет обучение. Вот, так что, кто хотел, да, обучиться, у нас есть еще там несколько мест. Оставляйте заявки, вот, пишите, вот, напишите сразу, можете Руслан написать, что да как, да, и начнем уже обучение в следующий понедельник, кстати, уже в следующий понедельник мы стартуем. А сегодня, завтра еще мы дадим пост, одно место мы разыграем. Все, друзья, на этом у меня все. Встретимся в следующий понедельник, а так, жду вас всех в комментариях, ставьте лайки. Пишите в чате свои вопросы. Всем пока, отличной продуктивной недели.